Любой момент нашей жизни может стать последним. Ведь жизнь ярче и прекраснее, когда она конечна. Ты никогда не будешь красивее, чем сейчас. И мы больше не будем здесь никогда. Всем привет! Вы на канале Миксак. Мне лень было записывать озвучку, поэтому довольствуемся чем есть. Сегодня мы взглянем на самые первые версии Sandbox World. Думаю, многим будет интересно увидеть, как зарождалась игра и как она выглядела несколько лет назад. Думаю, многие из вас пришли в игру не более 2 лет назад, поэтому вы наверняка не застали моменты ранней разработки проекта. В каком-то из моментов этого видеоролика я поделюсь с вами эксклюзивной информацией, которая будет вам полезна и интересна. Думаю, стоит приступить к видеоролику, пока никто не разбежался. Играть я буду на эмуляторе, поэтому извините за полоски по краям. Вы, наверное, хотите спросить, почему игра называется PGX20, а не Sandbox World. Думаю, малая часть комьюнити все же знает, почему это именно так. Но я кратко попробую объяснить, зачем разработчик это сделал. Дело в том, что на раннем этапе создания проекта разработчик просто сам не знает, как будет на релизе называться его детище. Поэтому PGX20 — это просто кодовое название, которое писали буквально везде и в первую очередь в метаданных проекта. А вот что именно значит это название, предположите в комментариях. Думаю, никто из вас не догадается. Заходим в игру. И нет, это не GTA 6 или даже не ранняя версия GTA 5. Это первый билд игры, и изначально разработчик видел ее так. Если вам интересно, то расскажу в своем телеграм-канале, что именно изначально задумывалось в таком виде и почему игра сейчас выглядит именно так. А вообще, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не потерять связь. Но, в общем, можно сказать, что это самая первая версия Sandbox World. Хотя, думаю, неправильно так говорить, потому что это первые наброски и идеи, которые так и не дошли до релиза. Как вы видите, все управление скопировано из прошлого проекта X-Make, который назывался Black Guns. В этой игре вообще нет никаких интерактивных объектов или смысла. Это, считай, просто концепт, который должен был в будущем дорабатываться. Но это лишь мои предположения. Управление тут, конечно, не такое удобное, но мне нравится полноценный персонаж, у которого есть анимация и трусы. Так вот, тут есть вертолет, на котором можно летать по карте. Это все, что тут есть. Версия 0.8.1, как вы видите, уже больше похожа на то, что вы привыкли видеть. Тут уже стандартное управление, но еще не полностью доделанное до идеала. Тут вместо кнопок буквально текст. То, что вы видите сейчас на экране, это на самом деле так и есть. То есть постпроцессинг выкручен настолько, что трава выглядит зеленее, чем за последние 5 лет в реальной жизни. В этой версии отсутствует кнопка настроек, тут есть только блоки, в небольшом количестве из которых даже не построишь машину. Ну ладно, будем импровизировать.
Сейчас вы на своих экранах видите версию 0.9.0, которая внешне не изменилась. Но можно заметить, что добавили кнопку, с помощью которой можно выбрать, как строить, по группам или отдельно. Это очень удобная функция, когда не надо ставить каждый блок отдельно, как в Майнкрафте. И, конечно, в этой обнове не добавили новых блоков. Остальных изменений я не заметил, хотя, может, что-то и пропустил. Я пропустил две предыдущие версии, потому что там добавили только слайдеры и ничего визуально не изменили, поэтому вот она, долгожданная Sandbox World. Как я понимаю, с этой версии поменяли логотип и название проекта к всеми привычному нами. С этой версии добавили колесо, подшипник, контроллер и двигатель. Больше изменений я не увидел. В версии 0.9.9.4 добавили полноценное меню, которое, кстати, на момент 2025 года не сильно отличается от новых версий игры. И, как мы видим, главное меню тоже присутствует. Тут уже добавили множество новых блоков и изменили меню паузы. Короче, смотрите изменения на экране. В этой версии главное меню уже имеет образ, к которому мы уже привыкли. Добавили много чего, и одно из главных изменений — добавили выставку построек, которая, к сожалению, не грузится в этой версии. Но то, что я знаю точно, это то, что вы всегда можете поделиться своей постройкой в нашем телеграм-канале Digital Builders Exhibition. В нашем боте вы можете анонимно публиковать ваш контент, выполнять челленджи, писать личные сообщения другим строителям, анонимно комментировать чужие постройки и просто находить единомышленников прямо внутри экосистемы Telegram, анонимно для своего аккаунта. Бот часто обновляется, и разработчики часто общаются с вами и отвечают на ваши вопросы. Присоединяйтесь прямо сейчас, QR-код вы видите на своем экране, а ссылка уже ждет вас в описании.
Ну а теперь уже предрелизная версия. Я думаю, в моих комментариях вы не нуждаетесь, поэтому смотрим на экран. Сейчас мы взглянем на компьютерную версию игры, которой разработчик поделился 10 сентября 2021 года. Она была, конечно, не такой удобной, как актуальная версия, но это намного играбельнее, чем на эмуляторе. Я нахожусь на сервере проекта уже 5 лет и видел практически все этапы разработки Sandbox World, даже учитывая то, что я очень редко в нее играл и не участвовал напрямую в проработке разных деталей и концептов. Тем не менее, с игрой связано много приятных воспоминаний. Особенно ранние тесты, когда я на своем старом, лагающем и греющемся как печка телефоне играл в нее в самые разные моменты моей жизни. К примеру, когда ехал в Новосибирск или сидел на уроках в школе, из которой выпустился год назад. Тем не менее, после этого ролика
ролика вы также сможете поиграть во все эти версии игры, зайдя на мой телеграм-канал. Как только я увижу от вас фидбэк, то опубликую эти версии там. Чтобы у вас не было лишних вопросов, скажу то, что практически все версии взяты из открытого для всех канала бета-тестов в Дискорде, и найти их вы сможете без проблем сами, на сервере. Все скриншоты и вступления были сделаны разработчиком еще несколько лет назад, и да, я немного сгрешил, взяв некоторый контент из приватного канала для разработчиков. Но думаю, в этом нет ничего такого, так как игра давно уже переросла те версии и стала намного лучше и проработаннее, чем в версиях из этого ролика. Спасибо за просмотр, вы знаете, где меня искать, если вдруг возникнут какие-то вопросы. Всем пока!